Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить про налог на бездетность. Эта тема очень активно сейчас обсуждается в обществе. Налог думают ввести в 40 тысяч, нехило тогда, с учетом того, что в России есть не только крупные города, но и села, деревни, где люди меньше 40 тысяч получают, и люди возмущаются, потому что не видят реальных улучшений ситуации. Вот это принуждение, оно ни к чему хорошему не ведет, и молодежь понимает, что они не хотят как бы вот в бедности, да, воспитывать детей и так далее. Поэтому молодежь отказывается. Более того, сейчас молодежь даже в возрасте там 25 лет не то что отказывается заводить отношения, но в принципе даже знакомиться. Поэтому вот обеспокоенность вот этой демографической ямы, которая создавалась, и вот сейчас пришли к тому, что создалось. Но решение-то как бы вот где оно? Сегодня я об этом поговорю, и сегодня я еще поговорю о квадроперах, вот этой субкультуре, которая пришла недавно, где там на четвереньках стоят, да, зверят одеваются, и молодежь, да, на которую, в общем-то, надежда, что они поправят эту демографию. Про child free поговорю сегодня чуть-чуть. У нас child free запретили, хотят ввести штраф. Серьезный штраф за то, что кто-то будет это популяризировать, да? В обществе людям свойственно идти за модой. И мягко сказать, что это мода, да, не хотеть, не иметь детей, а более близко и реально это делали так, чтобы люди так думали, да? Знаете, я недавно общалась с молодой, очень интересной девушкой. Она учительница математики. И когда я у нее спросила про молодежь, ведь вот эта вот история отцов и детей, как вот, да, «Отцы и дети» книги по Тургеневу, но она всегда существовала в обществе. Так же, как старшее поколение критикует молодежь, говорит о том, что вот, они не такие. На самом деле, среди молодежи, и вот учительница как раз вот это вот мне и ответила на мой вопрос. Она сказала: я очень люблю своих учеников, потому что среди них много кто тянется к знаниям, кто хотел бы получить хорошее образование. Они интересные, они неоднозначно мыслят и так далее, да? Это один момент. Второй момент. В школе снижаются часы по изучению литературы, которая позволяет очень не узко мыслить. Что сейчас делает вот современное образование. 11 лет учился, да, и потом в конце сдаешь ЕГЭ, где отвечаешь там как-то односложные, да, нет, там подходит, не подходит. Сокращается также литература, которая бы воспитывала душевность в человеке. Как там было в шутку, да, в 22 года там Александр Македонский уже там завоевывал, да, а я в 22 года взяла первый кредит на компьютер, да, кто-то пошутил. Действительно, отодвигается время у молодежи реализации. Растет вот этот инфантилизм, такое постоянное детство, бесконечная опека, вот этих взять, вот этих, которые на четвереньках, да, в самом начале сказала. Знаете, я когда это увидела и прочитала, мне хотелось сказать, вот есть советское средство, ремень называется. Оно очень доступное и очень понятное. Когда тебя ремешком, ну, у нас сейчас психологи, многие говорят, что это вредно для ребенка. Ни в коем случае. И старшие поколения совершали большие ошибки. Но что я могу видеть? Старшее поколение очень здраво мыслит. Как раз-таки много среди молодежи, и я работала в компании большой,
где я сталкивалась с тем, что возникают какие-то психологические проблемы, депрессии на ровном месте. Все это вкупе образует. Получая это образование, молодежь выходит, несмотря на то, что сейчас 90% компаний говорят о том, что не хватает кадров, тем не менее молодежь не совсем понимает, куда идти работать. Если даже человек талантливый, даже взять наш спорт. К примеру, недавно были там перестановки в спорте, но так получается, что например, талантливые, я сама знаю случаи, когда талантливые ребята, они не могут попасть, они в регионе, там живет семья, да, у них нет больших денег, а парень очень талантливый. Все все тренера говорят, что талант у парня, футболиста, а он не может попасть. По причине того, что, я думаю, многие знают почему. Молодежь не уверена в своем будущем, что их ждет. Многие обеспокоены зарплатой своей, что зарплата не растет, цены растут. Или кто-то там говорит, переезжайте там в другой город, например, да. Но есть, да, стремление, но цены растут. В 2 раза подорожал просто даже съем квартиры. Поэтому, к сожалению, какое рождение детей, если здесь встает вопрос, как самому жить на те деньги, которые ты зарабатываешь. Например, какие бы условия, да, были бы подходящие для людей, чтобы они спокойно понимали, что они могут иметь не одного, 2 ребенка, да, 3. Я недавно общалась с мамой 3 детей, и она реально сказала, что это тяжело, хотя семья живет достаточно неплохо. Средний, да, но там такой небольшой бизнес есть. Но прям тяжело. Даже им тяжело, да, с такими ценами. И получается, ты уже везешь в отпуск 3 детей, если куда-то поехать отдыхать. И из всего этого складывается, да, 1 перелет и так далее. Да. Касаемо даже развития нашего туризма взять, люди многие отмечают, что у нас очень красивые есть места, но сделайте вы как-то побюджетнее билеты, да, для детей. Потом у нас много полей, например. Поля просто, пустые поля. У нас много действительно пространства для заселения, да, к примеру, даже людей. Можно эти поля, да, для семей, чтобы семьи переезжали. Я думаю, что особенно период еще 2 года назад, да, показал, что люди с удовольствием будут жить за городом, многие с семьей реально. В том-то и проблема, что сейчас жилье становится все недоступнее и недоступнее. Растет все больше и больше процент людей, которые не могут, в принципе, иметь детей. Просто по здоровью. Во-первых, да, не совсем справедливо брать с них налог, но люди просто не могут по здоровью, что им сделать. Поэтому я думаю, что люди с критическим мышлением прекрасно понимают, что это такие разговоры без действий. Да? И здесь если заботиться о деторождении, но нужно много всего убирать и улучшать. Уберите пальмовое масло, улучшите образование, улучшите социальный пакет. Я вспоминаю налог на бездетность, который был в СССР, но там были детские садики бесплатные. Сейчас у нас кто-то в детские садики записаться не может, там еще детей нет, уже нужно на очередь вставать. Жилье давали, да, бесплатно и так далее, ясли, да. То есть сейчас не решает много образования.
Сейчас может двоечник открыть бизнес, да, потому что он более ловкий или что-то такое. Налога, правильно кто-то из депутатов сказал по поводу этого налога, что сначала нужно предоставить условия, сначала нужно об этом подумать и проработать это, а потом уже, если молодежь и на это будет говорить, что они не хотят, уже дальше от этого действовать, да. Но ключевое это то, что нужно предоставить условия, а условий пока не видно. На самом деле многие хотят иметь семью, и многие действительно этого очень желают. И не будем забывать, что существует ряд проблем уже когда есть семья. Мужчины в будущее смотрят и понимают, что разводов очень много, ребенок останется не с ним, и раздел имущества, где мужчина понесет убытки, да, то есть нужно работать над укреплением семьи. Касаемо child free я еще хотела сказать, нас в России запретили, и я как-то затрагивала эту тему. Некоторые иностранцы уже целыми семьями переезжают в Россию, селятся, потому что хотят растить детей в нормальном обществе, где не будет рекламироваться непонятно что, все это какое-то вообще античеловеческое. И мне кто-то в комментариях, как там под видео, где я говорила, писал: нет, наоборот, и уезжают, приезжают. И будут, я думаю, приезжать еще больше, потому что это мода такая, которая специально распространялась на женщин, убедить их в том, чтобы они строили карьеры и не имели детей. Якобы это их выбор, на самом деле это просто, может быть, без этого критического мышления, да, поддались этому. И многие просто жалеют сейчас, уже не могут иметь детей, строили карьеру, там думали, вот успеют, и не успели, или уже все, или не хотели, да, настроились так, что жизнь без детей отлично. С одной стороны, никто не должен влезать в жизнь человека и только ему решать, да, иметь детей. Здесь же еще другая проблема. Если человек не хочет иметь детей, а он будет рожать ребенка только потому, что надо, от этого тоже не всегда же хорошее происходит. Женщина будет растить ребенка без желания, ребенок, соответственно, не будет чувствовать любовь. И поэтому это тоже минус. Здесь налицо могут быть проблемы законы. Как вот есть что выражение: чем ближе крах империи, тем сумасшедшие ее законы, да, или как-то там говорится. Вот, собственно, что и подтверждается. Поэтому, понимаете, здесь с одной стороны, может быть, как принуждение звучит, а с другой стороны, уже такая точка дошла, что отовсюду у нас было столько информации про то, что разрушение вот этого института семьи, разрушение вообще отношений между людьми, что вот как бы вот так вот уже довели до того, что уже и принуждение нужно. То есть не надо было затягивать, не нужно было разрушать институт семьи, не нужно было вводить нам законы, да, такие и так далее, чтобы все было в порядке. Всем спасибо большое, увидимся уже на стриме в субботу вечером. До новых встреч, пока!